Клинок, рассекающий демонов. Финальный сезон. Серия 68. Мир без демонов. Привет! Подпишись и ставь лайк, если тебе нравятся мои озвучки. А если ты только попал на мой канал, то вот тебе подсказка на плейлист финального сезона. Смотри сначала и не пропускай серии. Мудзан наконец-то канул в небытие, избавив мир от своего существования. Однако многие, приложившие к этому руку, не дожили до их совместной победы. Но их жертва не была напрасной и никогда не будет забыта. 3 месяца спустя, в особняке бабочки, Танжера уже по старой традиции снова отходит от битвы в больничке, где в этот раз за ним ухаживает сестра, которая также вернула себе человеческий облик. «Сакура в полном цвету!» «Да...» — сквозь сон сказал Зеницу. «Такая красота!» В мире больше нет демонов, но за это пришлось заплатить слишком многим. Однако мы должны двигаться дальше, пока для нас не настанет завтра. «Рука тебя так и не слушается. Из-за морщин она похожа на старческую». «Ага. Но я могу поднимать и опускать ее. А вот ниже локтя ничего не чувствую». «Понятно». Но, с другой стороны, раньше ведь ее вообще не было. Так же, как и глаза. Он выглядит нормально, но я им больше не вижу. А ты как, Незако?» «Я отлично!» Да, раны у всех вряд ли исчезнут бесследно. Я все еще чувствую вину за содеянное. «Никому до этого уже нет дела. Так что не извиняйся. А еще раз так скажешь, получишь по лбу. Братик, я так рада, что ты снова человек». Да уж, Гию-сан решил, что все кончено, когда я укусил тебя, Незако. «Понимаю. У меня и у самой несколько раз были такие мысли». Юшира-сан сказал, нам очень повезло, что у нас оказалось лекарство Шинобутян, и что первой я укусил именно тебя, Незако. «Что, правда?» Да, ты была демоном, но вновь стала человеком. Твой организм выработал антитела. «Антитела?» «Это... иммунитет к клеткам Мудзана». Не будь там Незако или лекарство Шинобу, ты, скорее всего, так бы и не стал человеком. Тебе невероятно повезло. Это еще не говоря о самом твоем превращении в демона. Просто чудо, что ты в считанные секунды смог одолеть солнце. Твоя демоническая сущность оказалась сильнее Мудзана или Незако. И я удивлен, что ты выжил, не потеряв самого себя. Ты проделал невероятную работу. Ты удивительный человек. Ну... нет. Мне ведь помогали все вокруг. Да шучу я. Не воспринимай все всерьез, дурак. Ты слабак. Слабак, каких поискать. Вижу твое лицо и уже начинаю злиться. Все, я пошел. Пока. Несмотря на все, Юшира так и не потерял своей напускной пренебрежительности к Танжера. Хотя мы все знаем, что на самом деле он переживал за него не меньше остальных. «Прошу, не умирайте, Юшира-сан. Ведь вы единственный, кто может сохранить воспоминания о Тамайо-сан». Юшира остановился на мгновение, но не промолвил ни слова. «Да, надеюсь, с Юшира-саном все будет в порядке. Но он просто развернулся и ушел. Я волнуюсь. О, кстати, в палате больше никого нет. Ты знаешь, где все? Их состояние не настолько критично. С Кию-саном и остальными все хорошо. Сегодня они отправились в поместье Аякаты сама». А тем временем 2 уцелевших столпов прибыли на собрание с главой организации. «Спасибо, что посетили нас. Сегодня пройдет последнее заседание столпов. Санеми, Гию, вы единственные оставшиеся столпы. Большая часть остальных детей покинула нас. Но мы смогли уничтожить демонов. С сегодняшнего дня организация охотников за демонами расформирована». «Как прикажете». «Долгое время вы рисковали своими жизнями. Вы сражались во имя спасения людей. Мы семья Убуяшики. Нижайше благодарим вас». Кирия и его сестры поклонились столпам воды и ветра.
отчего те пришли в полное негодование. Прошу, поднимите головы! Нам ни к чему ваша благодарность! Охотники остались сплоченными благодаря стараниям семьи Убуэшики. Кирия-сама, вы также проделали потрясающую работу. Я верю, что все предки вашей семьи, выключая вашего отца, очень горды вами. Спасибо. Кирия с сестрами не смогли сдержать слез. Ведь действительно, несмотря на свой юный возраст, именно им выпало испытание довести сражение с демонами до конца, с чем они и справились, несмотря на все трудности и потери. А первыми, кто навестил Танжера, стал Тенген Узуй со своими женами. Танжера! Незука-тян! Ты завтра после выписки домой? Не забудь к нам заскочить. А ну чего разорвались? Макио-сан меня ударила. Тенген-сама, вы видели? Она меня ударила. Нет, не видел. Дурак! А в их большой дружной семье ничего не меняется. И это даже мило. Навести нас, когда уладишь свои дела. Вот наш адрес. И кое-что подкрепиться. О, спасибо большое! А следом за столпом звука к Танжера в гости пришел отец и брат Кёджиро. Привет! Отец, заходи уже. Привет. О, Сенджиро-кун и Шинджиро-сан. Чего вы сзади притаились? Давно не виделись. Да. Я слышал, что ты бился с Цубой моего сына Кёджиро на своем клинке. Спасибо. Уверен, он этому рад. О, что вы! Слова Кёджиро-сана так часто меня воодушевляли. Это я должен быть благодарен. Расшумелись. От шума, который устроили посетители в палате Танжера, проснулся Плакса Зеницу. А, черт! Кузнецы снова вернулись! Они наведываются сюда почти каждый день. И еще пришли! Вы что, спланировали прийти в одно время? Да тут же яблоку негде упасть! В то время как кузнецы и Какуши обступили кровать Камада, Зеницу запрыгнул к нему на колени. Зато у Иноски все в полнейшем порядке. Кабан шныряет по кухне в надежде спереть немного хавки. Черт, есть хочу! Эй, снова таскаешь еду? Да нет же! Ага, и говоришь это с полным ртом еды. Черт, как она меня так быстро засекла! Она что, сильная, что ли? Если ты голоден, то съешь это. Все на подносе только для тебя. Ешь сколько и когда хочешь. И прекрати таскать еду. Иноски почувствовал себя ребенком, которого мамка отругала. Но несмотря на это, он уплетал еду с огромным наслаждением. А в это время Канао стояла во дворе, рядом с цветущей сакурой. Канао. Танжера. Цветущая сакура так прекрасна, когда стоишь прямо рядом с ней. Ага. Эту сакуру посадил первый обладатель дыхания цветка. Ее назвали Победа. Да, здорово. Я просто хотела сказать ей, что мы победили. Понятно. Боже, как это мило. А как твой глаз? Он в порядке? И как вообще твои раны? Угу. Я не полностью ослепла. Правда? Ага. И раны совсем не болят. Кстати, тут недавно проходил столб ветра. О, да? Я должен поприветствовать его. Думаю, он еще где-то здесь. Он отдал мне друга столпа змеи, Кабурамару Куна. Он очень милый. Ва, Кабурамару? Ясно, здорово. Танжера явно немного испугался такого питомца. А в это время столб ветра Санеми встретил Незуку где-то в коридоре. Добрый день. Да. Ваши раны в порядке? Да.
Санеми немного засмущался и не знал, как реагировать, учитывая их довольно непростые взаимоотношения с Незуко. Это отлично! Я хотел извиниться за произошедшее. Особенно за то, что было после победы над Мудзаном. Я все это проспал. Я 2 года спала. Так что если сравнивать с вами, то вам не о чем волноваться. К тому же, братик тоже проспал месяц после битвы. Я люблю спать. Я люблю спать. Во сне есть хочется. Санеми услышал от Незуко слова, которые напомнили ему брата. Он по-братски положил свою руку ей на голову, а его взгляд наконец-то смягчился. «Береги себя». А тем временем Зеницу, как шпион, следил за тем, чтобы никто не прикасался к его самоназванной жене. Этот гад! Что он себе позволяет? А последними, кто навестил Танжера и Незуко, были Гию и Урокадаки-сан. Ребята бросились обниматься к своим учителям. О, вы волосы обрезали? Ладно, Незуко. А после того, как все навестили друг друга, ребята решили пойти на кладбище, чтобы отдать дань уважения всем павшим товарищам. День все никак не кончается. Зеницу продолжает истерить в своем любимом стиле. Как думаешь, сколько тут могил? Мы сегодня не отправимся домой к Танжера, если на каждую будем класть цветы. И я этим займусь! Иноски решил разогнаться и раскидать все цветы разом. Черт возьми, прояви уважение! Но Зеницу остановил его. Иноски. Солнце уже садится, я так голоден. Эй, чего там это у тебя? Это останки дедули. Останки? Можно я его съем? Да нет, дебилина! После кладбища ребята все отправились домой к семье Камада, где по пути встретили их дедушку. Здорово, что у ребят еще остались родственники, до которых не добрался Мудзан. Иноски, Незуко, Танжера и Зеницу решили помолиться на улице, чтобы в последний раз отдать дань уважения друзьям и всем, кто погиб от рук демонов. Кошмар наконец-то закончился. Ребята поселились в старом доме семьи Камада и теперь могли строить планы на будущее и просто жить, позабыв о том ужасе, через который они прошли. А дальше действие истории переносится в наши дни, где 2 брата, один из которых похож на Канао, а другой на Танжера, собираются в школу. Давай вставай, иначе в школу опоздаешь. Я это уже 28 раз повторил. Вставай, Сумихико. Ай, я уже встал. Нет, не встал. Какой же ты, Соня. Да, у них получилось. Ура! Невероятно, они одолели главного демона. Они победили. А вот и плаксивый парень, внук Зеницу, но с черными волосами, что нам как бы намекает, что Незуко все же стала его женой. Мощный удар ногой в спину прилетает от девушки с длинными волосами. Эй, блин! Ты что, снова читаешь книгу дедушкиных бредней? Ты меня в спину ударила! Скоро экзамены! Поверить не могу! А твои оценки хуже некуда! Но они были такие крутые и рисковали своими жизнями в бою! Ну так будь крут, как они, и начни учиться! Мое ухо больно! Остальные женщины в нашей семье такие тихие и вежливые. Но моя старшая сестра совсем другая. Сомневаюсь, что ты веришь в перерождение. А? Ты о чем? Мозги совсем поплыли? Прости. Я верю, что те, кто погиб в борьбе за мирное будущее, переродились в более счастливой жизни. Ничего себе! Япония взяла золото по гимнастике. Слушай, Узуй такой классный.
Он же показывал средний палец и душил репортеров. Грубиян. Это все по их вине. Ну да, если ты красивый, тебе позволено все. А это что за новость? А ну на своем телефоне смотри. Что это за красавица? А ну приблизь. Она что, типа ботаник? Тут о недавно открытой голубой паучьей лилии. Она цветет раз в 2-3 года. И всего 1 день. Этот ботаник ее изучал. Но из-за ошибки все цветы завяли. Так что их программу сильно критикуют. О, нельзя так давить на столь прекрасную девушку. Вообще-то Хашибара парень. Что? Тогда я требую, чтобы он совершил харакири. О боже, ты действительно как наш отец. И по всей видимости, не только как отец, но и как дед. Младший Зеницу, точная его копия. Как и внук Иноски, который унаследовал невероятно милое лицо юного деда. О, смотри, близнецы, такие милые. Это девочки? Ох, какой же ты стрёмный. Да не стрёмный я. Там девушки из женской академии Секирей. Они так божественно пахнут. О, Каната! Доброе утро, Токо! Ты сегодня волосы завила. Очень мило. Ой, правда? Правда. Ты самая милая девушка на свете, Токо. О, ты такой крутой, Каната. Я недавно учился накладывать проклятия. Смотрите. Что? Простите. А где Сумихико? Он все еще спит. Бьюсь об заклад. Он опять опоздает. А ну не дерись. А ну хватит. О, этот воспитатель просто огромный. И еще так забавно выглядит в розовом передничке. Кстати, во второй половине дня уроков не будет. Не хочешь зайти пообедать на обратном пути? В место, где огромные порции и все украшено змеями. Ага, можно. Но, честно, не уверен, что мне стоит туда соваться. Почему? Ну, знаешь, там работает женщина с такой большой грудью. Ее муж кинул в нас с кухни нож, потому что Юшитеро не мог перестать пялиться на ее грудь. Ах ты! Ничего подобного, это все грязные инсинуации! Выходит, что Канроджи и Абанай все же встретились в следующей жизни, и теперь они вместе. Все случилось так, как они и хотели. А Химиджима снова стал воспитателем и заботится о детях. А в это время младший Камада в спехе одевается. Похоже, что обязательность от деда ему не передалась. О нет, я опаздываю. И почему меня никто не разбудил? Мам, я ушел. Однако сила и ловкость точно передались по наследству парню. Он выпрыгнул из окна и по подоконникам быстро спустился на землю. Хотя грация, с которой он двигался, скорее досталась ему от бабушки Канао. Я хочу получить награду за идеальную посещаемость. Но для этого нужно поторопиться. Словно мастер паркура, он перепрыгивает с крыши на крышу, пытаясь добраться до школы вовремя. Простите, я просто бегаю. Он промчался, словно ветер, мимо людей, игравших в настолку. А тем временем по телевизору были слышны новости. Сегодня мы берем интервью у ставшего самым старым человеком Японии, Убуяшики Сана. Кирия сама. Мальчик дожил до наших дней. Единственный живой, кто застал лично войну с демонами. Да что ж с тобой каждое утро творится? Простите. Хулиганье. Осторожней. Простите. Это тот бегущий мальчик. А что за дурацкое прозвище? 3 девчонки, да более похожие на девочек из прачечной организации охотников, встретились ему на улице. Никого. Смотри внимательно. Полицейская машина. Я должен остановиться, но...
Камада-младший в сальтухе перепрыгивает через машину фараонов, а внутри сидит два офицера, которые, как две капли воды, похожи на Генью и Санеми. Это, наверное, тот старшеклассник, на которого у нас 7 жалоб. На мгновение я подумал, что мы задавим этого дурака. Боже, неужели опоздаю? А что там у тебя? А ну, покажи, покажи. Ух ты! Редкая тебе попалась. Мне такая досталась. А у меня повторная. А карманных денег у меня больше нет. Ну тогда забирай. А вы уверены? А вот и детишки, похожие на Томио Кугию и его друзей, которые погибли от рук демонов на испытание. Сумихико почти добрался до школы. Парень с умилением смотрел на девушку, которая была невероятно похожа на Тамайо. Гота. Это твоя девушка? О, ты меня напугал, Такеучи. Нет, это... картина. Я слышал о ней. Таинственный художник Юширо Ямамото рисует портреты красивой женщины по имени Тамайо. Его картины начали получать признание по всему миру. Это картины выглядит как фото. Впечатляюще и красиво. Он выстрелил в репортера, который хотел взять у него интервью. Какой жестокий художник! Да уж, это точно в стиле Юширо, который, по всей видимости, так и остался демоном, что посвящает все свое время сохранению памяти о той, без кого победа над Мудзаном была бы невозможна. Моей первой любовью был номер 802. Тамайо с голубыми цветами. Сумихико! Отличное утро, да? Таджиро-кун! Парень, как две капли похожий на Кёджиро, также опаздывал в школу. Ты редко опаздываешь. Ага. Я начал тренироваться в 4 утра и слишком увлекся. Я никого не слышал, пока отец меня не стукнул. Ох, кошмар какой! Старшеклассник, стой! Полиция устроила погоню за ребятами. Тебе бы присоединиться к клубу Кинао или каким-то другим спортом заняться. Парень с короткими волосами, стоять! Ни за что, иначе спать придется меньше. Ой, да ладно, просто попробуй. Уверен, у тебя получится. Остановись ты, черт подери! Мне нравится, что начав чем-то заниматься, ты ничего не слышишь. Немедленно остановись, сопляк! Не хочу проиграть тебе, Таджиро-кун. Закрывай ворота, закрывай! Ну еще 3 минуты. Это злостные нарушители! Быстрее, быстрее, закрывай! Думаю, у нас получится. Ага, они намерены прорваться и все же успеть на занятия. Оба в изящном прыжке перемахнули через забор и побежали в здание школы. А что же полиция? Ух, удалось. Ага. Надо поговорить. Переродившиеся братья Шинадзугава все же решили достать сопляка Камада. Даже в следующей жизни они не дают ему покоя. А тем временем парень с милым лицом и носки сидел на лавке и рефлексировал по поводу своей неудачи с голубой паучьей лилией. Такой хороший день. Но, возможно, меня сегодня уволят. Хотелось бы мне жить в полном одиночестве в горах. Да, он точно потомок Иноски. А тем временем женщина, очевидно дочь Танжера и Канао, подняла трубку, где полицейский, либо директор школы, сообщил ей о том, что ее младший сын опять нарушил спокойствие на улице. Алло, квартира Камада. Что? Мой сын сделал что? Простите за доставленные хлопоты. А пока она говорит по телефону, нам показывают катану, что висит на стене, и несколько рамок, где под стеклом находятся серьги Юриичи, и фото всех, кто пережил битву с демонами. Память о них и их деяниях жива и не исчезнет, пока будут люди, готовые передавать ее из поколения в поколение. Все, кто сражался с демонами, обрели второй шанс на новую жизнь.
Пусть и в ином теле, и в другом времени. Но это не важно. Ведь душа бессмертна. А это значит, что они наконец-то получат возможность прожить нормальную человеческую жизнь без тяжелых утрат и страданий. И я искренне надеюсь, что так оно и будет. Спасибо, что были со мной. Удачи вам и хорошего дня.